На этом занятии мы с вами построим обмерный план. Для этого нам необходимо сначала настроить слои. Что мы должны сделать? Мы идем в документ, слои, слои и сначала удаляем все слои. Почему? Дело в том, что те слои, которые созданы автоматически в Архикаде, они созданы под каждый слой, под каждый инструмент. Это неудобно. Нам нужно сделать так, чтобы слои соответствовали разным чертежам. Например, был слой потолков, слой полов, мебели и так далее. Чтобы когда мы выключаем или включаем эти слои, мы могли получать разные чертежи, разные планы. Итак, что нам нужно сделать? Нам нужно нажать вот эту кнопку «Выбрать все» и дальше нажать кнопку «Удалить». И нажимаем еще раз кнопку «Удалить», чтобы удалить все слои. Слева комбинации. В следующих уроках я объясню, что такое комбинация. Мы должны их удалить. Итак, я выделяю каждую комбинацию по отдельности и внизу кнопочка «Удалить». И вот таким образом мы удаляем все комбинации. Далее справа мы создаем новый слой. Я нажимаю в правом верхнем углу кнопку «Новый» и пишу 0,1 стена. Этот слой нам нужен для того, чтобы строить в нем стены. Сразу же создам еще один слой, назову 0,2 обмерные размеры. Далее нажимаю кнопку «Ок». Нам сначала необходимо удалить вот эти линии фасада. Они нам не нужны. Для этого в верхнем левом углу я выбираю кнопку «Указатель» и выделяю эти линии. Я могу выделить по одному. Каким образом? Подхожу к линии, ну или к любому объекту, нажимаю левую кнопку мыши, и на нем появляются такие черные точки. Это означает, что этот объект выделен. Если я зажму Shift и буду продолжать другие объекты выделять, то вот можно выделить много объектов. Также есть другой способ выделения. Я сейчас нажму кнопку Escape, чтобы снять выделение, и попробую выделить рамкой. Для этого в свободном месте нажимаю левую кнопку мыши, вытягиваю мышь и еще раз нажимаю левую кнопку мыши. И вот таким образом у нас получается выделены вот такие линии. Притом не надо никогда зажимать левой кнопкой мыши. В Архикаде это не требуется. Один раз в одном углу нажали и еще раз нажали в другом углу. Дальше нажимаю кнопку «Удалить», Del. И здесь подтверждение нужно нажать еще раз «Удалить проекцию». Все равно удалить. На этом занятии попробуем построить вот такие планы. Эти планы прикреплены у вас к уроку внизу, вы их можете скачать. И сначала попробуем построить вот этот план. Итак, для того, чтобы начать строить план, нам необходимо настроить стенки. Для этого выбираю команду «Стена», захожу в настройки стен и здесь иду во вкладку «Формы расположения». Сначала нужно задать высоту стены. Высота стены – это высота от чистого пола до грязного потолка. Даже если у вас нет еще чистого пола, вы примерно представляете, сколько это будет. Ну, приблизительно. И задаете высоту вот от чистого пола до грязного потолка, обязательно грязного. Дальше непосредственно в Архикаде, где у нас верхняя привязка, мы разворачиваем список и выбираем «Не связан». А здесь пишем высоту. Ну, допустим, у меня высота будет 2900. Далее, есть разные способы для того, чтобы задать толщину стены. Можно задать как многослойную конструкцию, можно как однослойную конструкцию. Вот многослойная конструкция нужна тогда, когда нам нужно показать пирог стены. То есть его несущую часть, отделку, утеплитель, там, возможно, и так далее. Как правило, для дизайнеров это не нужно. Но если это нужно, вы можете всегда это выбрать. Но я выберу сейчас однослойную конструкцию и задам толщину. Толщина у нас будет, вот как здесь, 200 мм. Я пишу 200 мм. Далее, выбран кирпич глиняной полнотела. В принципе, это не важно, что здесь выбрано. Почему? Потому что нам важно, какая будет штриховка. Штриховка здесь красная на белом фоне. Если вам нужна другая штриховка, то вы из этого списка можете выбрать что-то другое. Но я оставлю именно вот такой вариант. Но здесь нужно сделать так, чтобы была черно-белая штриховка. Для этого я иду вниз, где отображение на плане в разрезе, вот в эту вкладку. Далее спускаюсь вниз, и где заменить перештриховки, разворачиваю список, выбираю вариант «Оба». И мне нужно задать штриховку. Оставим цвет серый. И также нужно еще фон задать. Давайте зададим цвет фона белый. Дальше нужно задать еще перо линии сечения. Это перо контура. Контуры у нас здесь заданы по умолчанию 0,6 мм. Это очень много. Мы должны задать примерно 0,3-0,4. Для этого я разворачиваю список с перьями. И вот вы видите все перья, которые уже настроены. Что такое перо? Перо – это вместе и толщина, и цвет линии. Вот смотрите, есть в столбце идут три одинаковых квадратика, то есть они одинаковые по цвету, но различаются они толщиной. То есть этот у нас 0,15, как вы видите, чуть выше подписано, этот 0,3, этот 0,6. Я выберу примерно 0,3-0,4. Давайте я выберу 0,3. Дальше в самом низу я задаю слой, тот самый, который мы с вами создали, 0,1 стена. Нажимаю ОК. Минутку вашего внимания. Если вы хотите увидеть больше видео, вы можете подписаться на Patreon. Если вы хотите создавать дизайн-проекты в 5-10 раз быстрее, вы можете приобрести шаблон и уроки к нему. Также, если вы хотите поддержать проект с бесплатными уроками,
вы можете любым доступным способом поддержать на Donations Alerts. Все ссылки в описании под этим видео. Продолжим. И начинаем строить стенки. Прежде чем мы будем строить стенки, обратите внимание, что в левом верхнем углу должны быть включены кнопка направляющей линии и точки привязки и показать скрыть табло слежения. Это обязательно нужно, чтобы вам было удобно строить объекты. Причем 4-й режим должен быть обязательно выключен. Если его включить, то вы начинаете шагать по сетке. То есть он у вас привязывается не где угодно, а обязательно шагает через определенное расстояние. То есть обязательно это должно быть выключено. Также вот в этом списке, где у нас стена, если я зажму левой кнопкой мыши, есть разные способы построения. Есть сразу построение 4 стен, есть много стен, есть по одной стене. Нам нужно обязательно по одной стене строить. Если у вас выбран такой вариант, значит вы 4 стены строите, но нам нужно по одной. Итак, начнем строить. Для этого в любой точке нажимаем левой кнопкой мыши, направляем и пишем длину, допустим 6 метров. Я вот написал 6000, сразу же с клавиатуры он вписал куда нужно. И нажимаем Enter. И вот мы построили горизонтальную стенку. Далее нам нужно построить 3200, вот эту стеночку. Но заметьте, что у меня размер 3200 указан от верхнего угла до внутреннего угла. Конечно, такие размеры не ставят, но я это сделал специально, чтобы было понимание, как строить стенки. И первый вопрос возникает, а к какой точке привязаться, вот к верхнему углу или к нижнему углу? И здесь первое правило, откуда размер, оттуда и мы начинаем строить. То есть, если 3200 начинается от верхнего угла, тогда и мы должны начинать вот от этого верхнего угла. Я ставлю точку и направляю вниз. Дальше обратите внимание, что стенка строится справа от той линии, которую я веду. Вот я поставил точку, да, веду линию, и стенка строится справа. Таким образом, после построения по наружной стене, вот если от этого угла поставлю до вот этого, ну давайте вот, допустим, так построю. И вот от этого угла до этого угла у меня получается не 6 метров, а 6200. Ну давайте я это проиллюстрирую, для этого я поставлю размером. Что нужно сделать? Для этого нужно перейти в документирование, выбрать команду линейный размер, зайти в настройки размера. И здесь давайте я, допустим, задам цвет черный, причем я вот выбираю первое перо, это самая тонкая линия. Также вы можете задать высоту буковки, допустим, 2,5, размер стрелки, ну больше, ну в принципе нормально 0,5. И сдаем слой уже 0,2 обмерные размеры. Нажимаю ОК. Как поставить размер? Я нажимаю левой кнопкой мыши в одном углу и левой кнопкой мыши в другом углу. Правой кнопкой мыши ОК и ставлю размер. 6200. Почему? Потому что стенка строилась справа, а должна строиться слева. Поэтому вот и ошибка. Итак, давайте я откачу назад действие. И еще раз. Я выбираю команду «Стена». Далее вот в верхнем углу ставлю точку, направляю вниз. И мне нужно сделать так, чтобы стена шла слева от той линии, которую я веду. Для этого, не заканчивая команду, я иду вот в этот список, разворачиваю его. И смотрите, есть наружная поверхность, она сейчас выбрана. А есть противоположная и внутренняя поверхность. Я выбираю внутреннюю поверхность, и у меня пошло внутри. Но то, что он пишет здесь внутренняя или наружная поверхность, вы не читаете, потому что это не особо адекватно написано. Просто вам нужно выбрать противоположный вариант. Это запомните и все. И у меня стена пошла слева от той линии, которую я веду. И теперь 6 метров мы сохраним. И я пишу далее 3200. Вот 3200. Enter. Далее мне нужно еще 6 метров построить. Я ставлю точку. Но заметьте, что стена пошла сейчас вверх. И таким образом 3200 не получится. Потому что 3200 это от наружного угла до внутреннего. То есть мне нужно, получается, перевернуть стенку. Я иду в этот список, выбираю противоположный вариант. И вот таким вот образом мне нужно писать 6 метров. Ну и замыкаю. То есть здесь точку ставлю. Здесь тоже нужно перевернуть, иначе у меня не будет 6 метров. И замыкаю контур. Давайте я поставлю размер. Желательно, особенно поначалу, когда вы только начинаете изучать архикад, ставить размеры всегда и на каждую стенку. То есть построили стенку, поставили размер. Построили стенку, поставили размер. Так у вас будет меньше ошибок. Да, все получилось правильно. Далее необходимо нам построить внутреннюю стенку. Ну, здесь все просто. Толщина стены 100 мм, ставим точку и прям до конца вырисовываем. Но нужно отступить 2200. Каким образом это можно сделать? Давайте я сначала зайду в команду «Стена». Можно зайти в настройки стен, задать толщину стены. А можно вот тут список прокрутить колесиком. И вот найти толщину стены и задать, допустим, 100 мм. Чтобы нам отступить 2200, в левом верхнем углу вот есть списочек направляющей линии. Если его развернуть, кнопка обязательно должна быть включена. Есть команда «Создать отрезок направляющей линии». Можно выбрать здесь, а можно воспользоваться вот этой горячей клавишей. В Windows это горячая клавиша О, русская. А на macOS это немножко другая горячая клавиша, вы там уже посмотрите у себя. Итак, я выбираю «Создать отрезок направляющей линии», ставлю точку и направил вправо, пишу 2200, Enter.
И построилась красная пунктирная вспомогательная линия. Она никогда не печатается, поэтому вот удобно ей пользоваться. Чтобы не ошибиться с ней, обязательно глазами найдите, где она заканчивается, потому что галочка может появиться не только на конце этой линии, но и, например, на середине стены. Я глазами нашел, где у меня конец, подвел и нашел галочку. И таким образом я поставил точку в нужном месте. Далее стена пошла влево. И что это означает? Это означает, что у меня после построения этой стены не будет 2200. Мне таким образом нужно развернуть эту стенку. То есть я опять иду вот в этот список и вот выбираю наружную поверхность. Все, теперь 2200 сохраняется. Я довожу до конца до тех пор, пока не появится вот такой значок. Это значок перпендикулярности. Нажимаю левой кнопкой мыши. И, пожалуйста, вот я построил 2200. Давайте я проверю, каким образом. Я сразу поставлю линейный размер. Причем, смотрите, я ставлю сразу много точек. То есть, можно не 2, а сразу много. Далее правой кнопкой мыши ОК. И сразу ставится размерная цепь. Далее, давайте еще вот этот метр отступим и построим вот эту стеночку. Тоже выбираю создать резко направляющие линии. Ставлю точку, направляю вверх и пишу метр. Нахожу глазами конец вспомогательной линии, ставлю точку. Так, извиняюсь, я не выбрал команду стена. Итак, я вот нахожу галочку и строю вот эту стеночку. Далее, вот такую стенку. Давайте начнем по порядку. Сначала пойдем против часовой стрелки, а потом замкнем вот эту стенку. Точнее, мы вот эту стенку построим, а вот здесь внизу замкнем. Давайте сначала против часовой стрелки. Итак, 5500. Толщина здесь у меня не указана, поэтому она будет любая. Хотя, по-моему, она у меня 150 миллиметров. Давайте я вот здесь дам 150 миллиметров. Итак, я ставлю точку, направляю влево и пишу 5550. Далее 2650. Заметьте, что я должен начинать от верхней точки, оттуда, откуда у меня размер. Да, первое правило. А второе правило, чтобы не испортить предыдущий размер, мне нужно подумать, мне нужно переворачивать или не нужно. Так как 550 у нас идет внутренний размер, значит, я обязательно должен перевернуть, иначе я испорчу размер. И я пишу 2650. Давайте я сразу поставлю размер. Для этого я иду в документирование, линейный размер. Итак, я ставлю внутренний размер, а также ставлю вот этот размер. Все получилось верно. Далее я беру опять команду стена, ставлю точку. Итак, 2400 от этой точки, да, откуда размер, оттуда мы начинаем строить. Переворачивать все правильно у нас строится, потому что 2650 это до внутреннего угла. Поэтому стенка должна пойти вот это вниз. 2400 пишу. Дальше 900 от этого угла. И так как 2400 был внутренний размер, стенка должна идти вправо. И пишу 900. Давайте я возьму команду линейный размер и поставлю эти размеры. Вот так. Так, еще раз. Вот, беру команду линейный размер. Ставлю вот эти две точки. И, нет, извиняюсь, это внутренний размер, поэтому я должен вот здесь две точки поставить. И, так, почему-то не получается. Извиняюсь, вот от этой точки до этой точки, правой кнопкой мыши ОК, и ставлю размер 2400. И вот этот внутренний размер должен быть 900. Далее стена под углом. Я выбираю команду стена, ставлю точку. Причем, смотрите, 2263 у меня начинается от внутреннего угла, поэтому я в нижнем углу поставил первую точку. Но нужно обязательно перевернуть, потому что стена идет наружу, чтобы сохранить 5550. Далее я приблизительно направляю вот в эту сторону, пишу 2263 и нажимаю кнопку Tab. Это две такие стрелки друг напротив друга на клавиатуре. У меня перескакивает он на вторую строчку, где я должен задать угол. Какой угол? Угол вот этот. Вот эти точечки, это тот угол, который вот он здесь просит. Вопрос, какой это угол? Если это у меня, допустим, 180 градусов, то есть вот если от этой линии, да, все, 180 градусов. Здесь, как мы видим, 45. Значит, 180 минус 45 получается 135. И нажимаю Enter. Ничего страшного, если она у меня не замкнулась. Я беру указатель, зажимаю Shift и выделяю вот эти две стеночки. Нажимаю кнопку пересечь. И вот он пересекает, все получилось хорошо. Дальше я беру команду стена и замыкаю. Обязательно здесь нужно перевернуть, иначе у нас 900 будет порчен размер. И вот таким образом я построил. Далее, как нам построить вот эту внутреннюю стенку? Ну, я опять же беру вспомогательную линию, ставлю точку, направляю, пишу 2400, Enter. Дальше на конце вспомогательной линии нахожу галочку, ставлю точку, переворачиваю стенку. Кстати, мне 120. Смотрите, я не заканчивая команду, могу вот здесь прокрутить и написать 120. Никаких проблем нету. И обратно прокручиваю, выбираю противоположный вариант
потому что иначе 2400 будет испорчено. Довожу до конца и нажимаю левую кнопку мыши. Давайте проверим. Я иду в документирование, беру команду линейный размер, ставлю вот эти точки и нажимаю правую кнопку мыши ОК и ставлю размер. Все окей, все получилось, все хорошо. Далее, как построить вот такую стеночку? Ну, здесь ничего сложного. Берем команду стена, ставлю точку, направляю вверх. Давайте я разверну эту стеночку. Я пишу метр. Ну и так же, как мы сейчас углы задавали, вот здесь точку ставлю, направляю. Пишу 1700 и смотрите, нажимаю кнопочку Tab, угол, смотрите, какой он просит. Вот этот угол, вот точками такими мелкими. Но здесь угол, видите, от одной стены до другой, а здесь от стены до горизонтальной линии. То есть не хватает еще вот этого угла прямого 90 градусов между горизонтальной и вертикальной линией. То есть если от 135 отнять 90, получается сколько? 45. Я набираю 45, нажимаю Enter, и вот все получилось. Ну и дальше могу также вот здесь 1700. Здесь ставлю точку, направляю. Здесь пишу 1700, Tab. И угол вот этот спрашивает. А так как здесь 135 градусов, вся 180 градусов, значит 180 минус 135 получается 45 градусов. Вот таким вот образом. Так, извиняюсь, давайте еще раз. Значит, здесь пишу 1700, Tab, 45 градусов, Enter. Ну вот все получилось. Ну и вниз метр. Ничего сложного здесь нет. Далее вот такая стена, полукруглая. Давайте я сначала нарисую стеночку 1600. Дальше до середины 1300. То есть вот до этой точки получается 2 раза по 1300, 2600. То есть я здесь выбираю вспомогательную линию, ставлю точку и направляю вправо, пишу 2600. Enter. И провожу еще вот такую линию. Вот так. Далее мне нужно найти центр, вокруг которого будет строиться стена. Вот эта полукруглая. Ну, во-первых, давайте найдем, где у нас полукруглая стена. Она находится вот здесь. То есть выбрана команда стена. И вот тут вверху геометрический вариант стена. Хорошо. Так, я сейчас нажму вот эту кнопочку. Вот удалить все направляющие линии. Это означает, что удаляются все вспомогательные линии. Давайте я еще раз отступлю. Допустим, 1300. И еще раз отступлю 400. Далее, как строится у нас круглая стена? Указывается центр, вытягивается линия до вот этого угла, получается у меня, ставлю точку и прокручиваю до следующего угла. Ну, здесь можно выделить и нажать кнопку пересечь, чтобы все хорошо получилось. Ну, размеры не буду ставить, потому что в принципе все понятно. Если у вас вдруг возникли какие-то вопросы, вам что-то непонятно, у вас что-то не получилось, или вам нужно помочь в вашем проекте, или еще какие-то вопросы связаны с архикадом, вы можете обратиться ко мне вот по этим контактам. Также вы можете у меня приобрести шаблон, в котором уже все запрограммировано. Что запрограммировано? Слои, настроенные макеты, настроенные виды. Все это мы в будущем рассмотрим. Но в этом шаблоне вам не нужно делать вот повторяющуюся работу. То есть какие-то делать настройки. И все очень удобно размещено и компактно на рабочей зоне. Давайте я открою шаблон и давайте мы посмотрим. Итак, вот так вот выглядит мой шаблон. Здесь, смотрите, уже вынесены, например, и настроены стенки. Здесь уже есть какая-то мебель, которая у нас будет формировать автоматически экспликацию. Здесь вынесены все популярные окна и двери. Также, если вы будете делать зонирование в обмерном плане, все это есть уже и подготовлено для того, чтобы это сделать. Также обратите внимание, что для каждого плана у меня вынесены вот размеры. То есть они есть вот здесь, да, но здесь необходимо идти в инструмент, его настраивать, и это очень долго. А так как у меня здесь уже все как бы выстроено, то я просто могу нажать Alt и выбрать одну из команд и ей пользоваться. Она уже будет настроена, как вот здесь указано на этом примере. Итак, вот допустим, смотрите, вот есть стена несущая, может там, допустим, не несущая. Ну, допустим, стена несущая. Я зажимаю Alt и выбираю эту готовую стеночку. Можно быстро изменить толщину здесь, допустим, 400 мм. Ну и строятся стены. Но я не буду выстраивать, я просто возьму 4 стены и быстро построю коробку. Допустим, вот такую. Допустим, вы можете быстро зажать Alt и выбрать не несущие стены. То есть, видите, таким разным цветом здесь будет показано, что есть несущая часть, а есть не несущая часть. Также вы можете быстро зажать Alt и выбрать любую дверь. Допустим, вот вы хотите раздвижную. Допустим, вот такую раздвижную. Дальше быстро вот можете назначить ей ширину. И вставить. Ну, как вставляются двери и окна, это будет в следующем уроке. Также вы можете взять Alt, с помощью Alt зону, написать какую-то комнату, номер комнаты и быстро указать эту зону. Далее, у меня уже сформированы для разных масштабов экспликации,
сметы и так далее к каждому плану. Вот, например, есть план обмера, и к нему, видите, есть экспликация обмера. Вот видите, сформировалось, что вот есть 0,1 комната такой-то площади. То есть очень быстро сделать в этом шаблоне экспликацию помещения, обмерного плана, потому что для монтажного плана есть своя экспликация. Дальше, если у вас есть, допустим, какая-то обмерная мебель, вы можете взять Alt, выбрать эту мебель, расставлять ее, можете в настройках задавать, допустим, этой мебели тип объекта, номер объекта, входит на экспликацию, не входит, можно цвет включать и не включать цвет. И также будет формироваться экспликация мебели и оборудования, которые есть на обмере. Ну, то есть, как бы в существующем состоянии, то есть то, что вы имеете как бы на начальном этапе. И так как я вам уже говорил, очень удобно ставить размеры, писать текст, делать выноски. То есть вы зажимаете Alt, выбираете размер, какой вам нужно, и расставляете быстро размеры. То есть их настраивать не нужно, в моем шаблоне все настроено. Давайте я просто здесь немножко масштаб побольше задам. Допустим, 1 к 20. Нет, наоборот, допустим, 1 к 100. Слишком просто большой объект нарисовал. Также можно, например, размеры проема поставить. Вот я беру опять пипетку, либо зажимаю Alt, выбираю уже настроенную вещь такую и нажимаю левую кнопку мыши на нашем проеме. Да, и он подписывает размер проема и есть ли порог. Также можно скопировать стейки. Также можно скопировать уже готовое условное обозначение. То есть вот вы к своему масштабу выбираете условное обозначение, это выделяете, перемещаете копию вот таким вот образом, лишнее подчищаете, и таким образом быстро происходит оформление чертежей. Кстати говоря, все чертежи здесь уже оформлены. То есть есть книга макетов, где каждый план уже размещен на макете. Об этом будет в уроке, посвященные макетам. Если у вас вопросы или если вы хотите приобрести этот шаблон, обращайтесь по этим контактам. На этом все. Спасибо за внимание.